Здравствуйте, техническая поддержка YouTube. Значит, у меня вопрос такого плана, я уже задаю его несколько раз, но я прикладываю обычно скриншоты. И в этот раз я сделал видео, чтобы более детально показать, в чем суть проблемы. Вот смотрите, значит, в моих видео постоянно подменяется язык интерфейса с русского на английский, точнее даже на американский. Это портит мою раздачу, значит, в YouTube моих видео. Приходится постоянно вручную. Ну, давайте посмотрим, например, вот этот файл. Вот, классная музыка, да? Видим, вот здесь вот значок, кстати. Здесь стоял украшательский такой значок топ. Вот, видите, или NEV даже, NEV. Вот. Постоянно эти значки тоже пропадают. Это тоже один из багов. Это тоже в новом интерфейсе. Вот уже, наверное, 2 или 3 месяца я постоянно сижу. У меня 200 видео. Я каждый день не могу выпускать видео, потому что постоянно занимаюсь вот этими просмотрами и вижу, нахожу эти баги у себя на канале. Вот, видите, язык видео английский, Соединенные Штаты. И так постоянно во всех видео я ставлю в ручном режиме на русский. Вот сейчас смотрите, английский стоит, я его меняю на русский, сохраняю. И через день-два в этом видео или в другом каком-то другом видео постоянно процентов 10-15 видео меняется каким-то образом на английский. У вас там специалисты работают, я верю, что это самые богатые организации, самые лучшие программисты. Вы делаете постоянно новые какие-то интерфейсы, каждые полгода меняете правила на YouTube. От этого у меня ничего лучше на канале, конечно, не происходит. Видео все авторские, интересные, но раздача, когда идет на английскую аудиторию, соответственно, конечно, там просмотр буквально пару минут, вместо того, чтобы просмотреть 100%, а видео все интересные. И вот у меня вот эта планка 3200 уже держится полгода. То есть раньше рост был, это вообще, если попадает раздача, значит, на русскую аудиторию в компьютеры, то у меня есть интерес, люди подписываются, люди просматривают полностью видео, пишут комментарии, но вообще как положено, все, жизнь на канале идет, и сейчас бы уже было там 20 тысяч подписчиков. Но вот эти постоянно баги, вот эти какие-то неисправности на канале, значит, я все честно пишу, у меня авторское видео, все снимаю сам, все из своей жизни, так скажем, делюсь опытом с людьми. Много людей чего не знают в разной области, в разной тематике. Ремонт автомобиля — это вообще интересная тема. Но, я говорю, вот этим губится, подменяются значки, подменяется язык видео. Все делается для того, чтобы держать мой канал, и чтобы он не выходил в раздачу. Приходится в каких-то похожих плохих постоянно находиться видео. Значит, оттуда не приходят нормальные люди, да, и не идет раздача нормальным образом. В общем, надо это как-то дело решать. Я уже 2 раза, я еще раз повторяюсь, уже обращался. Сказали, ждите, инженер работает над этим. Никто над этим не работает. Ни разу никто не ответил, не написал. Приходили, значит, потом приходили. Ну, вот видите, вот здесь вот покажу, выбираю, то есть как пользоваться интерфейсом. Все, не надо мне писать справки, не надо вот эти все, как все это делать в автоматическом режиме. Полностью за год я освоил, как работать в YouTube. Мне справки не нужны, все справки я выучил, школу YouTube я прошел на 2 раза с оценкой на 5, отлично, законы сообщества YouTube знаю, все, даже новые законы знаю, все я на все везде подписан, все я в курсе, все я в теме. Не надо мне переписывать справки в ответы. Мне надо конкретно, чтобы дали пошаговую инструкцию, что с каналом. Я вам ссылку на канал даю, вы просмотрите, изучите, где я сам не программист, сразу скажу, я простой человек, в YouTube и никто не обязан быть программистом. YouTube сделан для авторов, любителей. Все, значит, специалисты и программисты работают на центральных каналах, они там прошли там институты, значит, телевизионных мастерства. Мы тут
обычные любители, прошу на простом языке, сами там исправьте эти баги, или могу по вашей инструкции сам как-то поучаствовать, где-то что-то галочки надо нажать, я их нажму, но надо это решать, потому что ну, мне уже просто неинтересно работать на канале, но вот выпускаю, а потом что? А потом сижу, и эти же все выпуски, вот ежедневно, вместо того, чтобы люди смотрели, они не смотрят из-за того, что на английском интерфейс переводится мои видео. А сижу, сам их просматриваю. Так сам-то я их все видел, эти видео. Потому что я их сам создавал, эти видео. Сам мои руки участвовали, моя видеокамера участвовала, все мое. Вот видите, опять, вот что сделать, если заказ не отображается в статистике. И опять мы видим, опять половина значков исчезла. Вот, видите, вот этот значок, монетки, вот этот мешочек с деньгами. Ну, Алиэкспресс и кэшбэк — это денежки. Надо нарисовать людям денежки, тогда им видно, понятно, про что это. То есть зрительный образ тоже на людей действует. Вот надо убрать эти квадратики, опять это. И вот каждый день. Я никого не могу посадить на эту работу, чтобы каждый день сидели и люди пролистывали и, значит, удаляли вот эти кракозябры, артефакты с моего канала. Понимаете? Хочется снимать много видео, много идей. Снимай видео, пополняй контент. Значит, людям все это должно интересно быть. Потому что из моего личного богатого опыта делюсь с людьми. Кто-то там занимается перепостами там, или еще что-то там передирает. У меня много жизненного своего опыта, много то, что я накопил. И вот у меня уже сейчас под 40 лет, я хочу с людьми делиться этим. Ну, и практически за 1000 рекламных просмотров мне платит там $1 YouTube. Это вообще ни о чем, 50 рублей. При этом получая сотни тысяч доходов от рекламы YouTube. Сколько стоит 1000 заказать просмотров на центральном телевидении? Сколько это будет? $1000 стоит. У меня 1000 этих прокрученных видеороликов в день, по 4000 коммерческих прокручивается видеороликов ваших, и мне платится за это все $1, 80 рублей. Ну смешно. То есть тут коммерческая составляющая практически нулевая. Не, ну вы хотя бы тогда, если даже и не платите, ну хотя бы все равно давайте развиваться хоть какие-то копейки на канале людям. Не все же должны быть только каналы работать, которые в тренде, которые сидят по 10 лет в Ютубе и вокруг них все это работает. Но если молодые талантливые люди выходят на YouTube, их надо как бы тоже поддерживать, а не это. Тем самым это и реклама и самому YouTube, и новых авторов интересных появляется, и этот бизнес будет YouTube развиваться, монетизироваться на рекламе. Ну, в общем, жду от вас ответа. Теперь снял видео. С этим видео, мне кажется, вам все лучше, чем скриншоты. Потому что, мне кажется, то, что я пишу на русском, и описание, значит, этим скриншотом, ну, не понимает, недопонимает, значит, работник службы поддержки. Ну, мне такое, я вот сейчас снял видео. Жду ответа, это Майер. Заранее благодарен.